Історичні операції Головного управління розвідки та поновлення атаки по території Російської Федерації на нафтопереробних об'єктах, зокрема, і неуспіхи ворога на Курщині. Про це говоримо просто зараз. Ірина Узлова звати мене, з нами Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Збройних сил України. Пане Романе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Героям слава, бажаю всім здоров'я. Дякую, що знаходите час, і всім нашим глядачам також дякую. Принагідно ставте, друзі, свої питання. Ми працюємо в прямому ефірі 24 каналу, Ютубу 24-го. Що ж, операція щодо знищення російського гелікоптера Мі-8 за допомогою морського дрона є історичною. Про це розповів голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, дрони Магура-В5 і раніше кілька разів атакували ворожі повітряні сили, однак тоді російська техніка все ж дотягувала до берегової лінії, хоч і була підбита. Сьогодні вперше гелікоптер був збитий, він впав у воду. Наскільки дійсно це історична операція, пане Романе, що маємо про неї розуміти? І чи у ворога немає методів і засобів протидії атаці Магури-В5 вже й по повітряних цілях? Ну вот гуровцы молодцы чем? Это спецслужба, которая связала вместе. С одной стороны корабль, ну можно так сказать, это все-таки корабль, БЭК безэкипажный, безэкипажный катер и авиационные средства поражения. Ракета АР-73, которую гуровцы, мягко так скажем, любя, свистнули у авиации, у истребителей. Это ракета, которая использовалась истребителями в течение последних 40 лет. Я еще учился, летал еще, эта ракета уже стояла на боевом дежурстве где-то с 80-х годов. Так вот, они ее посадили, скорее всего, на пусковую установку П-72, есть такой рельсовый пускач, так называемый. Как-то приварили к БЭКу, ну, естественно, на гироплатформу, потому что там удерживать надо горизонт при пуске, при наведении. Сложили вместе практически нескладываемые вещи. То есть и БЭК, и ракету, и систему наведения, еще и горизонталь в том числе. И мы получили сегодня такой серьезный подарок на Новый год. Большое спасибо, конечно, нашим разведчикам, нашим специалистам. ГУРа, действительно, подарок, он такой реально положительный. Ракеты, которые поразили один вертолет был затоплен, этой ракетой Р-73. Второй вертолет был поврежден и еле-еле дотянул до суши. То есть, можно сказать, поражение как минимум двух вертушек. Ну, а летчики российские, мягко так скажем, наделали в памперсы, так это точно. Потому что получить от БЭКа в бок ракету, ну, это надо, конечно, было постараться. Потому однозначно порадовали наша разведка именно такой тандемной работой военно-морских механизмов и авиационных средств поражения по российским вертушкам. Хотелось бы, конечно, больше. Очень сложная операция. Ну, реально, сам знаю, летчик. Сложнейшая операция. Тут еще с самолета попробуй завали российскую вертушку. Они с БЭКа получилось и выполнили, в принципе, боевую задачу на отлично. Прекрасно, просто будемо відпрацьовувати ще і ще. Якщо хочеться, то треба, значить, і виконувати. Пане Романе, взагалі ніч в Криму була неспокійною. По півночі збивали, жалілися і на безекіпажні катери, і на загал на атаку. Що маємо розуміти про цілі, які могли бути досягнуті в Козачій бухті, наприклад, і обрані вони чому? Ну, во-первых, удары по тем же вертушкам были в районе мыса Тарканкут. Это, в принципе, один из основных плацдармов, на который будут потом высаживаться наша морская пехота и, естественно, силы спецоперации, ну и Главное управление разведки. Куда же без нее? Вернее, не так. ГУР будет ждать наших ребят уже на мысе Тарханкут. Это уже после того, как возьмем под контроль Скадовск, после форсирования Днепра. То есть это целый процесс, но тем не менее. Направление туда, и гуровцы себе уже обхаживают эти места, это уже понятно. Они это, правда, делают еще с 22 года. А Буданов непосредственно так лет 10, наверное, этим уже занимается, потому что у него была довольно-таки успешная операция захода в Крым во время оккупации Крыма еще с 14-15 годов. А вот уже, скорее всего, по Казачьей работали в этой службе безопасности. Подтверждения пока нет, но исходя из некоторых механизмов выполнения боевых задач, в основном одно подразделение работает по одной локации. Если гуровцы работали, допустим, по Тарханкуту, то по Казачьей, скорее всего, работала служба безопасности Украины в тесном контакте с военно-морскими силами. Я думаю, это Сибэйби отрабатывали.
выполнения боевой задачи. Но громко было, так это точно. Подтверждение, думаю, в течение нескольких дней будет после уже расшифровки средств оперативного контроля. После этого уже можно будет уже предметно говорить, кого там, мягко скажем, погладили наши беспилотники. Причем были и воздушные беспилотники, и безекіпажні катера. Про інші безпілотники та дрони Україна все ще випереджає Росію в контексті війни дронів, але зараз росіяни масово використовують FPV-дрони з кабелем, що створює величезну проблему, говорить начальник ГУРМО Кирило Буданов. А що це за дрони з кабелем, і те, що називають оптоволокном, наскільки вони дійсно потужні в виробництві, і наскільки вони становлять для нас неприємності? Мы в свое время попробовали наверное, года полтора назад уже была у нас эта тема, связанная с дронами на оптоволокне, так называемом. Витая пара, есть еще такие дроны. В принципе, у нас часть ракет на прямом управлении, она как раз вот с витой парой идет. То есть и противотанковые, в основном противотанковые управляемые ракеты. А реально, допустим, дрон для того, чтобы висел на оптоволокне, сам по себе кабель должен быть, конечно, легким. Его либо брать с собой, дрон, если тяжелый, может брать с собой. И если нет, то катушка на земле остается, дрон тогда ее тянет. Но это очень сложно, потому ушли от этого вопроса, попробовали, было неудобно. Неудобно как раз за счет веса кабеля и, с другой стороны, невозможности взять на борт большое количество вооружений, так как еще тогда, на тот момент, дроны не могли поднимать большое количество груза. Сейчас уже это второй наш заход. Россияне пытались в этом, между этих наших заходов россияне попытались выполнить эту нашу первую задачу. То есть они пока тягают эти тяжелые катушки. С одной стороны, конечно, есть плюс один, то, что этот дрон не подвержен радиоэлектронной борьбе. То есть идет управление по оптоволоконному кабелю или по витой паре, в зависимости от возможностей. Но очень много неудобств, еще раз повторюсь, связанных с тем, что надо либо с собой катушку тянуть, либо она остается на земле, тогда мощность все равно дрона приходится увеличивать, что влияет на вес сбрасываемого боеприпаса. И эту проблему пытаются сейчас уже наши решить по-новому. Легкие кабеля, уже тяжелые дроны их тянут, то есть они уже могут поднимать в воздух, и плюс, естественно, подвес. Мы все равно на голову впереди россиян. То есть у нас как раз эта тема, она следующий этап уже, мы ее развиваем. А россияне в хвосту плетутся, но тем не менее, то есть они пытаются как-то их использовать, обходя наши системы радиоэлектронной борьбы, а мы знаем, как их хвосты обрубать. То есть сейчас как раз на новый этап эта борьба переместилась, по крайней мере, в эту плоскость. Я думаю, россияне в ближайшее время поймут бесперспективность этого направления, и мы забудем про оптоволоконник у россиян, но у нас он уже, еще раз повторюсь, на новом уже этапе, на новом витке этой спирали, которая поднимает нас. Мы успеваем на один виток впереди россиян идти. Генштаб Збройних сил України підтвердив, що сили спеціальних операцій, взаємодіями сили безпілотних систем та іншими складовими сил оборони завдали удару по нафтобазі Ярцевська, що в Смоленській області Росія. Була пожежа, на об'єкті зафіксовані потужні вибухи, сильне задимлення, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. База використовувалася, зокрема, для забезпечення російської окупаційної армії. Для чого дійсно використовувалася вона, наскільки важливий об'єкт і чим ми могли туди вдарити, враховуючи, що це не одразу біля кордону, а через Брянську область? Да, это можно так сказать, между Брянской и ближе, допустим, той же Беларуси. Но далеко от наших границ, потому это непростые FPV-дроны, то есть туда, скорее всего, зашли либо наши ракеты, но, наверное, все-таки дроны. Ракеты все-таки еще в серийное производство в таком количестве не стали. Но, скорее всего, работали дроны дальние, которые действительно силы спецопераций, которыми силы спецопераций выполняют боевые задачи. В этот раз была поражена очередная нефтебаза, хотя, опять же, мы сколько раз с вами про это говорили. Но нефтебаз у них сотни. А бочек, которые поджигают, тысячи этих бочек, емкостей так называемых. А вот нефтеперерабатывающие заводы как стояли, так и стоят. Священная корова. То есть, скорее всего, силы спецопераций эту особенность не рассказали. Дымить, конечно, хорошо. А если поджечь емкость с топливом, неважно, дымит хорошо, горит хорошо, но быстро прогорает. КПД от этого удара практически для линии фронта никакого абсолютно. Только россиянам дали погреться.
Ну, скорее всего, кто-то из ССОшников, у кого-то из ССОшников есть там знакомые или друзья рядом с этой базой, попросили ее поджечь, подойти погреться, видать, замерзают, не включили отопление. Ну, вот таким механизмом помогают нашим ребятам в тылу врага, которые нам уже, наверное, будут помогать информацией. По тилу ворога відпрацьовуємо на території Курщини. Нагадаю, що завдали ЗСУ удару по оперативному штабу у Львові в Курській області, який є ключовим вузлом автомобільних і залізних доріг для військ і поставок, що підтримують російський контрнаступ у Курській області. Ба більше, бійці ССО зайняли село в Курській області Російської Федерації. Рейнджери 6-го полку сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили ось ці дії. І аналітик Forbes Девід Акс пише, що українські удари, зокрема по Львову, допомагають пояснити, чому 50-тисячне, це щонайменше, російські угруповання разом із північно-корейськими підкріпленнями досі не змогли вибити 20 тисяч українців із Курської області попри невпинні атаки, бо ми знищуємо російську логістику, підкріплення і командування. Чи дійсно ось це допомагає нам втримувати території на Курщині? І росіяни, усвідомлюючи, що є ці удари, чи можуть якось протидіяти такій нашій тактиці? Ну, это, скорее всего, летчики, а как всегда, пока Бог наводил порядки на земле, авиация была в воздухе. Летчики просто не знали, что некоторые товарищи израильтяне так называемое перемирие на Хануку организовали. И ракеты на Россию не летели, не должны были лететь. А тут авиация, ну еще раз повторюсь, были в воздухе, пока это распоряжение проходило, взяли, шарахнули Storm Shadow по Львову, по одному из расположений российских войск. Причем отминусовали довольно-таки серьезное количество военнослужащих, которые, скорее всего, у россиян там Хануку праздновали. Ну, то есть прилетело. Летчикам никто не... Как всегда, летному составу никто не сказал, что уже война закончилась. Они работают, как и работали. Потому как раз, скорее всего, украинскую армию, и украинское общество, украинская государственность спасут летчики в этот раз, которые не будут знать о разных договоренностях, которые иногда на земле допускают наши генералы, которые слишком любвеобильны к чужим проявлениям религиозности. Пане Романе, ну чи дійсно ми завдяки такій тактиці зможемо утримувати в найближчій перспективі і які, за вашими оцінками, територію на Курщині? Ну, дело в том, что ни одной же Курщиной, надо понимать, у нас там 600 километров границы между Белоруссию и Осколом. То есть это 600 километров той границы, того направления Северного фронта, так называемого, направления крайне пуганных идиотов. Это направление для нас очень перспективное. Курское, Брянское, Белгородское. То есть вот эти 600 километров однозначно надо будет еще подтоптать. Там курей, скорее всего, не топтанных много, или куриц, в зависимости от того, кому как нравится. То есть, естественно, наши войска должны, ну, в ближайшее, не в ближайшее, по возможности создать серьезную линию боевого соприкосновения, естественно, с фортификационными сооружениями, с полосой безопасности, минными полями, рвом, с крокодилами. Проблема большая, надо морозостойких крокодилов вывести. Там где-то россияне говорили, у нас биолаборатории есть, где боевых комарей выводят. Вот там надо морозостойчивых крокодилов вывести и в этом рве, естественно, их развести, чтобы отделил этот ров Российскую Федерацию от Украины. Естественно, для этих действий надо будет заходить на российскую территорию и выполнять такие же задачи, как и по Курскому направлению. То есть сейчас можно сказать, что за несколько месяцев создана серьезная полоса безопасности, денацифицирована, демилитаризованная зона в Курской области. Россияне сами ее денацифицировали, уничтожив кабами и артиллерией практически всю инфраструктуру. Разнесли все. Там даже червяки оттуда посматривали. В основном в Украину, кстати, как раз, потому что фамилии у червяков украинские наши, на «ко» заканчиваются. А вот эту же самую зону надо распространить в сторону Брянской области. Я думаю, движение туда будет либо напрямую заход, либо, допустим, перемещение с Курского направления, либо с Курской области, уже особенно именно с Курщины, там, где мы сейчас находимся, в районе Суджи, можно на юго-восток двинуться и проутюжить часть Белгородской области. Это тоже такая возможность есть, потому не важно сам контроль территории как таковой, важно ее перемолотить, и сделать все возможное, чтобы россияне ее зачистили, сами зачистили. Кабы очень хорошо зачищают
российскую инфраструктуру. Там на глубину в 30 километров не живет никто и ничто, там ничего уже практически не двигается. То есть хорошо отрабатывают, для нас создают вот такую зону. Еще раз повторюсь, расширить ее надо на 600 километров от Беларуси до Оскола. Непогана була би перспектива. Кім Чен Ін, північно-корейський диктатор, привітав Путіна з Новим роком і сказав, що це буде рік перемоги для Путіна. От, можливо, Кім Чен Ін піддасть війська і вони підуть на територію Курської області, а може ще й далі? Ну, вряд ли. Сейчас у Ина большие проблемы. В ближайшее время будут начинаться, потому что там, да, по Южной Корее более-менее политическая ситуация стабилизируется, но после того, как Трамп, сколько тут до Трампа осталось, несколько недель, после того, как Трамп начнет управлять процессами, там же мало не покажется, особенно вот в тому направлении. Китаю, Северной Корее и Восточной России, так это точно, потому что возьмется-то как раз за это направление. И вряд ли у Ина останется, вернее, захочет он еще куда-то девать своих солдат. Ну, понятно, что часть какую-то, естественно, надаст, но именно больших частей, то есть сотнями тысяч северокорейских войск уже Путин на них может не рассчитывать. То есть Ким их просто не отдаст. Ну, это нереально с точки зрения военной логики абсолютно нереально, а тем более даже вот эти 3 недели сейчас, опять же, им будет сидеть и чесать у себя репу, думать, а что придумает Трамп при заходе на управление. Потому, я думаю, ни сейчас, ни потом. Северокорейскую тему можно, в принципе, в этом смысле закрывать. Ну, по крайней мере, на данный момент. Надо посмотреть действительно, как Трамп будет выполнять такие задачи. Наступний рік для України буде точно кращим за цей. Для цього є конкретні причини. Я сподіваюся, що ми в 2025 році побачимо дуже багато гарних подій, каже Буданов, які підсумки принесуть нам усе те, чого ми так чекаємо. І за його твердженням, якщо Росія не схаменеться до середини 2025 року, то їй доведеться ухвалювати дуже важкі рішення, які стосуються фінансової та економічної системи країни. Чи готові вони до цього? Можливо, і готові. Чи хочуть вони цього? На 100% можу сказати, що ні. Будуть намагатися робити все, щоб цього не допустити. Але от дійсно, наскільки в Росіян є потуги зараз із військової точки зору, зокрема, продовжувати як мінімум до середини 2025 року, і чи готові вони йти на ці непрості рішення? Ну, дело в том, что для того, чтобы у россиян создались проблемы в экономическом плане, их же надо создать, они сами не создаются. А тем более ресурсная страна, и пока они качают углеводороды, пока у них покупают ядерное топливо, пока они больше десятка ядерных реакторов сейчас строят, начиная от Пакшта в Венгрии и в Турции, в Акую, и заканчивая там, десяток реакторов. То есть это значит деньги, это десятки миллиардов долларов, потому это только по ядерке. Плюс десятки миллиардов долларов по углеводородке, и мы их качаем, мы вот поклевали чуть-чуть нефтепровод «Дружба», но он же как качало, так и качает. Ничего ж туда не пошло, я же говорю, ханукальное перемирие какое-то такое. Вроде как поплясали рядом, носились со свечами, а толку никакого. Нефтепровод как работал, так и работает. Потому наносить надо удар. Это опять, вот пока авиация не займется этим вопросом, толку, я так понимаю, не будет. То есть авиационные средства поражения уже, конечно, вынесут мозги и не только россиянам, и всем, кто сидит на этих трубах, включая некоторых наших товарищей, которые нам совсем не товарищи с канцелярии. Потому вот такое, то есть такие санкции. Помните, мы как-то с вами говорили, санкции Малюка Буданова. То есть Буданову надо еще к себе в пару Малюка взять и наносить реальные удары, то есть выносить российскую экономику. И вот тогда можно будет, конечно, планировать имеется в виду, не просто там прогнозировать что-то, а именно планировать вывод из строя российской экономики в том числе, которая сейчас полностью стала на военные рельсы, и вся российская экономика является военным объектом, то есть легальной военной целью. Бейте, а кто вам не дает? Пошлите вы по курсу русского корабля этих шепотунов, и особенно московских, этих израильских Абрамовичей, и занимайтесь боевой работой, уничтожением российской военной экономики. Она вся практически военная. Пане Романе, ви бачите те, що є показники того, що наступний рік для нас точно може стати кращим?
Однозначно. Дело в том, что по задачам уже понятно. То есть задача продолжается уничтожение, и мы ее выполнять будем, если не перевыполним. В этом году мы отминусовали почти 500 000 россиян. Это очень хороший показатель. Отличный за год до 500 000 россиян за 200 или за 300, или там еще что-то с ними сделали, неважно. Они частями поехали обратно в Рашку или еще куда-то. А следующий год однозначно будет показатель еще больше. То есть основная задача любой армии – это уничтожение армии противника. А вот уже возврат территории – это следствие выполнения вот этой первой задачи. И мы первую задачу будем в следующем году однозначно выполнять. Это раз. Второе. То количество финансов и непосредственных перечислений и средств поражения, которые нам в 2025 году уже понятно. Вот их, на них уже можно рассчитывать. А это уже такой приговор, как минимум, вот этому 500 000 следующему россиян. То есть тут большой положительный момент, на который можно рассчитывать. То, что можно спланировать, а без планирования армия не работает. То есть сейчас наш Генштаб может рассчитывать как раз впереди на целый год работы по российской военщине. Это второе. Третье. Все-таки будет серьезное давление на российскую экономику однозначно, начиная от санкций Малюка-Буданова и заканчивая уже такими вторичными, я бы так сказал, санкциями американскими, то есть того же Трампа. Он будет давить Китай, а Китай – это основной спонсор Рашки. И вот без китайской помощи Рашка засохнет, как зеленая плесень. То есть примерно так. И вот эти положительные моменты на следующий год дают, ну, как минимум, планируемую надежду на то, что наши основные задачи однозначно будут выполняться. Плюс надо не забывать авиационные компоненты. Я не просто раз за сегодняшний стрим несколько раз сказал об летчиках, об самолетах, то есть о том, что наконец-то на 11-й год войны в 2025 году у нас будет воздушная компонента, так называемая. Именно с помощью нее наносится большая часть поражения противнику и проводятся контрнаступательные операции. И вот эту компоненту мы в следующем году будем иметь. Как минимум F-16, как минимум «Миражи» и будем надеяться на «Гриппены». Ну, эта надежда зиждется на таких серьезных базовых знаниях, то есть того, что нам уже передали, допустим, «Гриппенам» те же запчасти к самим самолетам, и летный состав уже летал на «Гриппенах». То есть у нас как минимум мы получим 3 новейших самолета, имеется в виду 3 самолета, тех, которые у нас еще не было. И достаточное количество этих средств поражения, тем более большая часть, «Миражи» и «Гриппены» европейские, большая часть может нести европейские средства поражения. Не надо будет в Белый дом бегать на поклон: дайте нам то и дайте нам то для F-16. «Миражи» и «Гриппены» несут большую часть именно европейского вооружения, которое, я думаю, Европа с нами уж точно поделится. І може ракети ще якісь непогані, нові можуть у нас з'явитися наступного року? Що би нам потрібно було? Ну, нам однозначно надо, допустим, тем же F-16, те же «Джазмы». То есть без «Джазмов», по большому счету, F-16, он не выполняет всех задач. То есть половину, 2/3 задач он еще как-то может выполнить, но реально это, конечно, платформа для запуска крылатых ракет. То, что нам надо на данный момент, большой дальности, тут за 900 километров. Опять же, то, что нам сейчас надо. «Джазмов», естественно, это для самолетов. «Storm Shadow», «Скалпы», само собой. «Хаммеры» хорошо себя показали, планирующие авиабомбы. Надеемся все-таки на принятие решения новой командой Германии на передачу нам «Таурусов». Не помешали бы точно. Ну и, естественно, самое основное. Ну, в конце концов, на Бога надейся, а сам не плашай. Ну, надо свое производство. Я думаю, в 2025 году, уже пора, уже 3-й год широкомасштабного, 11-й год войны с Россией, пора ракетной стране, в конце концов, показать свою возможность по производству своих ракет и крылатых ракет. Вот анонсики мы слышали, но это вопросов нет, это у нас артисты управляют процессом. Они же без анонсов не могут обязательно. Еще 649 анонсов будет, пока начнется сама работа сама по себе. Но я думаю, в конце концов, в следующем году получим мы и крылатые ракеты, и я надеюсь на большое количество все-таки баллистических ракет. Потому что крылатыми ракетами, поклевать можно в режиме боевых комаров. А реально наносит ущерб, конечно, баллистика. А вот баллистика у нас
У нас страна, на базе которой производились основные баллистические ракеты еще старого этого Советского Союза, от Сатаны до Воеводы. И, естественно, то есть так это дальности от 10 до 15 тысяч километров. Я думаю, ракету на дальность 500 километров, чтобы в ноль разнести Москву, Кремль и Рублевку, два основных военных объекта в России. Это Кремль и Рублевка. Вот туда всего лишь 500 километров надо. Не 15 тысяч, как Сатана могла идти, или Воевода, а всего лишь 500 километров. І чи бачите ви, пане Романе, що все-таки тиск може бути від сторони Сполучених Штатів Америки не тільки на Китай, а відтак і на Росію, а й безпосередньо на Росію, яка не хоче ніяких, уже, як ми розуміємо, умов, які навколо оточення Трампа висували, хоче одного, нашої капітуляції, воювати та й далі йти. Вони там плани і на Японію, Південну Корею, вже готували і на Європу. Ну, это не просто плохо высувало, як це кажуть. Смазать надо было хорошенько, чтобы прошло до мозгов россиян. Я думаю, смажут. Есть чем, и у россиян еще голова замотыляется на этих просувалках американских. Трамп не такой простой, как кажется. Это раз. Второе. Это для него второй срок. А на третий он уже не пойдет по законодательству американскому. Потому он прекрасно понимает, что вот эти 4 года, которые будет руководить процессом, он может делать все, что надо будет и важно будет именно для Америки. Да, понятно, Трамп с точки зрения выполнения задач прагматик, он прагматичен в этом смысле. И то, что основные его лозунги, они как раз останутся, Америка прежде всего, «Качай, детка, качай» — это вообще песня как раз против России, потому что если откроется, начнут бурить скважины и качать нефть, Россия просто ляжет. Не справится, допустим, даже Ближний Восток с этой американской нефтью. Она пойдет однозначно 100%, Техас начнет качать как не в себя. И это будет та смазка, которая даст возможность просунуть вражку такое хорошее дело, что, я думаю, она начнет уже разваливаться. Экономики Рашкастана в следующем году просто не будет. Вот от этих давлений. И они будут непосредственно на Россию. То есть это, можно сказать, не то, что давление как таковое, это приведет Россию к практически экономическому краху, потому что опускание цены начнет качать нефть. Трамп, цена однозначно пойдет вниз, там 50, 40, 30, в зависимости от возможности. Ниже 40 на российской экономике можно ставить крест. Здесь даже не надо с ними разговаривать. А зачем с ними говорить? О чем? Потому, я думаю, как раз вот такие действия положат Россию, экономику России как минимум. Понятно, они еще будут барахтаться там пару лет, но из-под этого пресса, а это как раз 4 года Трампа, то есть из-под этого пресса прагматичности трамповской, они уже никак не выберутся. Тобто, пане Романе, в принципі, можна закладати трохи, як ми говоримо, і про 3 роки ще війни, але може статися і так, що через тиск такий і пресинг, то Росія може і капітулювати, і просто не витримати і раніше. Ну, она не будет капитулировать, это четко надо понимать. Капитулировать они не будут. Советский Союз ведь не капитулировал перед Афганистаном. Вот все носятся с идеями, ну как это так, война, всякая война заканчивается мирными переговорами. Покажите мне мирные переговоры после войны Советского Союза с Афганистаном. Афганистан есть, Советского Союза нет. Они сейчас, афганцы, бегают по всему миру, ищут остатки Советского Союза, чтобы с кем-то мирно договориться. Вопрос о чем? Ну, это, естественно, сарказм. Вот та же самая картина будет и с Россией. Никто с ними говорить не будет, ни о чем с ними разговаривать, они и капитулировать не будут. Они просто перестанут существовать как государство. Потому что такое Российская Федерация, населенная российскими федерастами? Это конфедерация, то есть это, в принципе, конфедерация, пусть федерация, конфедерация, в зависимости, там очень много этих союзных договоров, так называемых, между республиками и основной головной конторой, так называемой. По-разному они там все питаются от нее. Но вопрос в том, что это все-таки сборная солянка. Вот эта сборная солянка развалится на составляющие ее части. Некому будет капитулировать, потому что развалится как Советский Союз. Потому я думаю, как раз капитуляция она нам и не нужна. Нам не надо ни с кем из Российской Федерации общаться. И российские федерасты нам не нужны в этом смысле. Будем общаться с чеченами, с ингушами, с дагестанцами,
с татарами, с башкирами и так дальше до якутов, с бурятами, якутами. Вот с ними будем общаться. То есть это те страны, на которые в конце концов распадется эта тюрьма народов, они просто из нее выйдут. И с ними уже будем говорить. Тем более уже переговоры идут. Вот мы, допустим, Ичкерию признали, Ингушетию мы признали. Вот недавно признали Ингушскую республику. Причем есть контакт с ингушами в изгнании, которые управляют этими процессами. Ну, такой механизм. А ждать капитуляции зачем? Смысла нет никакого. Туди їм і місце, до розвалу і дна. Дякую, пане Романе, безмежно. Спасибі за цю розмову, за всі наші розмови. Побачимося з вами вже днями. Бережіть себе, будь ласка, до зустрічі. До свидания. Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Збройних сил України, був разом з нами і зі мною Іриною Узловою. Друзі, дякую, що були з нами в цей час. Прийдешнім вас Новим роком, з усіма святами різдвяними. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.